Всем привет, с вами Иван из шоу Балбол Подкаст. Сегодня у нас в гостях Герман Шлейн. Всем привет. Так, играем Англию и рандомно, короче. Нажимай на кнопку Не, давай так. Ты мне говоришь число до 10. Ага. Я 10, на определенное число я нажимаю на кнопку. То есть, все, давай. Я говорю что выпадет, то выпадет. 3. Хорошо, давай. 1, 2, 3. Ты играешь волками. Теперь ты говори мне число. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Юнайтед. Погнали. Так, слушай, ну ладно, а какой у тебя на самом деле любимый клуб вообще? Есть такой, какой-нибудь европейский, что-нибудь? Ну, за Реалом следил, когда вот перешел к Криштиану в 2009 году, Алонсо. Вот когда они начали, так сказать, закупаться. Ну, они и так закупали звездами, но когда вообще начали туда пачками заливать. Так, подожди, сейчас посмотрим. Хорошо, а почему сейчас? Что, сейчас не следишь? Или Слежу. почему? В чем проблема? Почему сейчас нельзя за Реалом следить? Почему не сижу? А, ты сказал, раньше следишь? Нет, я говорю, с 2009 года. А, окей. Я раньше следил. Ну, тебя можно назвать фанатом вообще Реала или так себе? Ну, когда молодой, как молодой, там, 14-летний, 15-летний, я-то, конечно, там, каждую игру смотрел. Какие-то у нас не стычки, а какие-то разногласия были с друзьями. Всякие челленджи были, я помню, какой это год был. В общем, когда Реал Мадрид проиграл Барселоне, я с другом забился на то, чтобы, если Реал проиграет, то я должен был отрастить прическу, как у Сами Хедиры. И кто проиграл? 5-0 Реал проиграл. И у тебя было из-за этого... И ты отрастил? Да. А, нифига. И чё... Ну, то есть, не прям до плеч, а, можно сказать, как у него. Но есть фотография с 2014 года, начала года. Офигенно, мы обязательно ее найдем. Да, я могу сам скинуть. А кто из футболистов сейчас очень сильно, там, скажем, за Барселону топит из твоих друзей, например, или кто-нибудь, знаешь таких? В Барселону. Да. Ну, ты сказал, вот друг у тебя, он же, наверное, не футболом сейчас занимается, да? Слушай, уже нет, к сожалению. А так, да много друзей. Я думаю, ты сам, наверное, за Барселону топишь. Я? А почему так думаешь? Ну, не знаю. Я думаю, большой процент людей, кто топит за Барселону. Нет, это неправда, это ложная информация, не верьте Герману. Нет, я с Барселоной... Не, на самом деле я знаю, что ты за какой другой клуб топишь. За Локомотив, нет? Да, за Локомотив. И в Европе мне Ювентус так еще нравится. Больше среднего, но не-не-не. Но между Барселоной и Реал Мадридом ты кого выбрал бы? Фу, хороший вопрос. Все зависит от сезона. Вот когда Муриньо, помнишь, был, тогда я за... Ну вот как раз таки тогда и погорел. Ага. Но вот я тогда за Реал больше болел, потому что мне как-то нравилось. Они, знаешь, такие андердоги были, все такое. Да. Были времена, когда мне Барселона больше нравилась. Я не знаю, сложный вопрос, на самом деле. Слушай, мне Барселона тоже нравилась, когда в 6-м, там, в 5-м году, когда Роналдиньо играл, вот эти вот времена. Ну, тогда был сказочный состав вообще, да. Роналдиньо. Но потом в какой-то момент, я говорю, вот пошли вот эти закупки. Мне вообще Хаби Алонсо, у меня любимый игрок. И он тогда как раз таки в Реал перешел, плюс Криштиану, плюс там Рамос уже нравился. А можно сказать, что ты хочешь как бы на поле тоже как Хаби Алонсо выглядеть, все такое? Ну как бы не то, что выглядеть, а вот играть, что-то у него в смысле, перенять. не выглядеть, да, опасный момент. Что-то перенять от него. Конечно. Все от него. А чем он хорош такой? Диагонали, чтение игры, пасы, касания, открывания. То есть то, как он читает игру, да? Топ, да. Ну, такой интеллигентный игрок. Мне нравится. То есть Герман Шлейн хочет быть эстонским Хави Алонсо. Это будет заголовок где-нибудь. Ну, как бы, кстати, и есть. В 2015 году, по-моему, или в 2016 году меня журнал «Ялка» эстонский обозревали. Ну, там такая статья была. И там, по-моему, в заголовке был, ну, заголовок был пас диагональ на край в стиле Хаби Алонсо, и типа настроение хорошее. Отлично вообще.
Так что да. А какой у тебя опыт? Ты играл в Чехии чуть-чуть, там полсезона буквально, или сезон даже, я точно даже не помню. Какие у тебя воспоминания от твоего первого вообще опыта заграничного? Отличные воспоминания. Ну, конечно, да вообще, когда я поехал туда, я вообще был не в форме, как сказать, конечно, я тренировался, делал все, чтобы быть в форме, но в том сезоне, в 18-м я во Флоре вообще не играл. То есть в 17-м году, когда я был, что ли, там, не раз 6 капитаном команды при Пайперсе, когда, в чемпионском сезоне, то в 18-м при Юргене Хене вообще у меня... А из-за чего это? Из-за травм? Это что еще? Нет, я не был травмирован вообще с года 4. Ну, маленькие травмы-то были, конечно, пару дней. А так, смена тренера, от тренера многое зависит на самом деле. Не входи в планы тренера, что-то он не видел во мне, к сожалению. То есть я считаю, что я делал все возможное, чтобы играть и развиваться, и работать. И, к сожалению, вот так бывает. Ну, не только у меня одного. А почему ты в Чехии не остался? Что там помешало? В Чехии, потому что, во-первых, я травмировался. То есть как было? Я приехал в Чехию при тренере, который, так сказать, меня взял. Я сыграл в каждом матче. Первая часть сезона закончилась. Все ушли в отпуск, и началась предсезонка не к новому сезону, а к продолжению сезона, и пришел новый тренер. А тот тренер, который был... А почему там тренера поменяли? Потому что тот ушел тренер в высшую лигу. Он такой тренер, так на сказать, повышение пошел, значит, да? Да, он такой тренер-спаситель, можно сказать. Ну, то есть при нем реально результат был, мы там практически через одну игру выигрывали, или ничья была. И да, его... И там ты играл, оборонительного хава, да, все время? Я всегда играл оборонительного, да. Ну, опорника. Ага. И на предсезонке с новым тренером я, то есть, все игры играл, предсезонку отлично прошел, первую игру сыграл, ну, то есть продолжение чемпионата, когда началось, 17-й тур был. А потом просто я лежал дома и... ну как, знаешь, футболисты массажируют ноги, что-то ищут, какие-то места больные. Ой, ё-моё, опасно. Какие-то места искал, и в итоге нашел на обеих ступнях просто болевые точки. Ну, как бы думал, ну что там, может, перенагрузился или что-то не так пошло, а в итоге затянулось до сегодняшнего дня это. То есть это больше года. И у тебя до сих пор есть Нет, я восстановился полностью. Ну и, понятное дело, я там лечился, проходил всякие терапии, все, что возможно было в том клубе. Ничего не помогло, и, то есть, понятное дело, я бы там уже не оставался, потому что я был в аренде от Флоры, у меня был еще контракт со Флорой. И, то есть, а чтобы остаться, чешский клуб должен был меня выкупить. Кто хочет травмированного игрока, правильно? Да, плюс клуб, в котором я играл, Высочина, у них такая политика, что они меняют состав буквально на 70%, мне кажется, каждый сезон. То есть там все игроки, они арендованные. То есть там с высших лиг, с команд высших лиг игроков опускают. И, то есть клуб за счет этого держится, так сказать, вверху таблицы. Вот, и то есть я травмировался, плюс только выкупом остаться можно было там, и плюс были проблемы с деньгами, то есть были задолженности у клуба. То есть понятное дело, что там вообще без вариантов было оставаться. Ну ты там тот клуб тебе зарплату, да, платил, да? Да. Вот, перерыв. Любишь киберспорт? В BetSafe ты найдешь все главные события и особые коэффициенты на спортсменов из России и Прибалтики. Самое главное, ты можешь ставить без риска каждую неделю, а при регистрации в BetSafe ты получишь 100 евро бесплатных ставок. Погнали дальше.
А сколько ты успел вообще в Чехии, там, я не знаю, в жизни там посмотреть, поездить Да, по много Чехии? что. Я по-чешски же разговариваю. А, да? Да. Да ладно. Да. А что, можешь сказать, я не знаю, можешь сказать, «Балабол» лучшее шоу на свете? Балабол лучше. Виборний шоу на свете. «Балабол» лучший шоу, не, виборный шоу на свете. Світ. На свите. На свит. Прикольно. Найлепший, они говорят, наилучший. Найлепше. Найлепший. Отлично вообще. Ну, так ты быстро выучил. Ну, потому что он, наверное, Нет, похож, да? ну, конечно, он со славянским, с русским так похож, но я просто с чехом жил. А, Мы съехались. в одной комнате, да? Не, в одной квартире. А, окей. Квартира большая была, просто мы договорились. Как бы мне хорошо в плане чешского, ему в плане английского. Но вот, в итоге мы по-английски не говорили, мы говорили только по-чешски. Отлично. То есть, как бы, да, вообще ничего тяжелого, в принципе. Ну, конечно, когда только приехал, я думаю, вообще не бы, не мы. Ну, конечно, там 1, 2, 3, 4, 5, вот эти сам. То есть, ну, такие у них фразочки есть русские. А какой, я знаю, что по-польски слово «курва» очень плохое. А есть да, там по-чешски ну, какое-нибудь? Ну, там много слов. Ну, как бы, не, конечно, не чешский матный, так сказать, словарь не такой, как русский, не такой богатый. То есть это я там уже учил их. Какому-то, ну, понятно, значит, они реально... То есть ты их реально каких-то словам учил? Ну, конечно. Ну и чё, ой-ой. Футболисты всегда первые фразы это матные. А что тебе еще в Чехии запомнилось такого вот за этот сезон, полсезона? Ну, как чехи пьют. И как они пьют? Я не видел, чтобы так пили. Ну, то есть, если люди могут всю ночь пить водку с Red Bull, а до этого еще 10 пив дать, и с утра пойти на тренировку и нормально отпахать, то У вас в команде реально бухали люди или что? Ну, там все пьют. А ты тоже, как бы, ну, извини за Не, вопрос? ну, в смысле, я вообще сам не пью. Мгм. Только если по праздникам. Ну, конечно, если мы Флору выиграем в составе легиона, и завтра, на следующий день будет выходной, и, конечно, если ребята все пойдут отдохнуть, я не, ну, как бы в Эстонии это нет такой традиции, что футболисты ходят после, допустим, каждой победы куда-то посидеть или... То есть Чехии только дай повод, так сразу. Если ничья, так... Даже в случае ничьи ваши ребята ходили? Ну, потому что, понимаешь, в Эстонии, если ты сыграл, грубо говоря, с Виленди в ничью, то это как поражение. Ну, грубо говоря, ну, так и есть. Виленди, Курасар и команды с низшей таблицы. Если ты... Даже для легиона? Если ты в топе. Ну, в топ-клубе, то есть во Флоре или там, ну, в Ливаде, понятно, в Кале. А там все равны, то есть там ты не знаешь, ты выиграешь, ты не выиграешь. То есть там вообще уровень футбола, стиль игры, конечно, я не могу сказать, что мне нравился стиль игры и нравится чешский. То есть больше физики, ну, очень много физики. То есть ты не можешь как-то... Одним словом, я не наслаждался футболом вообще в Чехии. То есть, ну вот, установка на игру моя. То есть было так, что тренер мне не сказал, что конкретно я делаю в плане... Понятно, что он мне говорил, что я в обороне делаю и так далее. То есть там на оборону очень много уделяется. А я подходил, говорю, а в атаке-то что? Ну, что там в атаке страхуешь, и что упадет, то упадет, сразу отыгрывай кому-то и все. То есть в плане созидания... Ну да, я так понимаю, тебе же диагонали нравится давать, так что все в этом плане тебе скучно было немножко. Как бы диагональ диагоналями, но с мячом-то хочется играть все-таки. 6,5 лет я во Флоре играл, а Флора доминант на поле. То есть ты всегда с мячом, ну, по крайней мере, в Эстонии. Так вот, да. И такой контраст был после Флоры туда. Тяжеловато было первое время переключиться. Ну,
хороший опыт. Давай вернемся в Эстонию. Ты сейчас вернулся в Легион, можно сказать. Не один ты такой, как парень, которого тут как бы вернули, можно сказать, да? Еще там есть Макс Гусев, скажем, Машичев. Чем вас так заманили в команду, которая только что вышла в высший дивизион? Почему не... Знаешь, когда год не играешь, вариантов-то тоже немного. То есть у тебя особо вариантов-то не было? Не, ну конечно, можно было найти, но просто я, допустим, видишь, не был готов к началу сезона. То есть у меня операции были. То есть какой клуб... Не каждый клуб, то есть, пойдет на такое. Легион пошел на это, и чему я благодарен, плюс это мой родной клуб, я КТМ. А кто первый вышел на контакт, ты или Легион? Легион, еще в том году. То есть, как бы, да, они... Ну, все равно в Эстонии нет таких там сделок адских, все равно люди как бы здесь больше так контактируют, если что, там спрашивают, как дела, все такое, наверное, да? Да, здесь, да, в Эстонии намного все проще, чем в других странах. Ну, более футбольных. То есть, когда, допустим, в той же Чехии очень много игроков переходят, допустим, с той же первой лиги в высшую лигу за приличные суммы. То есть клубы за счет этого живут, воспитывая игроков, ну, они готовят игроков к высшей лиге, можно сказать. И на этом плюс зарабатывают. Как бы, а здесь такого нет, здесь кто за тебя будет платить, максимум Флора даст или, не знаю, Ливадия, Калли. Очень много игроков из Легиона, кстати, вот во Флору двигаются, я такой движон заметил. Это из-за чего это? У них такие отношения у клубов хорошие? Да, Легион же входит, футбольная школа Легиона входит уже, так сказать, как фарм-клуб Флоры. И у них свои договоренности. И также случилось и со мной. Правда, я попал сразу же в 2013 году с первой лиги. Что, все? 0-0? Пока что. Мы сейчас еще разыграем пенальти. Ты продолжай пока. Пенальти. В 2013 году же я начинал в Лига Б за Легион. И так получилось, что в мае, когда была пауза на сборную, пауза сборных, май-июнь, меня пригласили потренироваться со Флорой. Недельку потренировался, и потом вернулся в Легион, и в июне Флора готовилась к Евроиграм. Там они с албанской командой играли, Кукеси. И поехали на сборы в Виленде. И меня тоже пригласили на неделю. То есть после этого, после сборов я подписал контракт, то есть 17 лет. И, то есть, ну, с первой командой. На сборах ты доказал, что ты как бы тренер, доказал, не знаю. Просто после этого я уже с Легионом не контактировал в плане, никаких тренировок не было, сразу же остался во Флоре. То есть тогда еще был Марко Лелов тренер. Окей, то есть довольно-таки быстро все поменялось. Вроде да, вот, то есть я к тому, что если Лига Б, вот только и тут я внесен, так сказать, не в состав, можно сказать, зарегистрирован за Флору в Лиге Европы. То есть, понимаешь, да, такой контраст. И как бы такой большой шаг был в то время. Ну, дальше уже поехал. Ну, там первые года, конечно, было тяжело. То есть, это, опять же, таки эстонский язык. Хоть у меня был он какой-то, но все же. Игроки, которые там были не так, как сейчас. То есть, молодой сейчас может прийти во Флору, и он будет себя чувствовать так, как будто он играет в У-19 элит-лиге. То есть, молодые все играют. А в то время, то есть, там и Сандер, Пойс, там Пала Тукарл, и Юргенсен и так далее. То есть, Фролов. А я пришел 17-летний, и как бы... Не Б, не Б. Ну, как бы не то, что не Б, не Б, но, понимаешь, это уверенность тоже, ее такой не было. То есть я не мог как-то поддержать и разговор, как хотел в то время. Как-то на поле тоже, конечно, уровень, ну, чемпионы страны и Легион, ну, как бы в то время. В этом плане, конечно, пошло время. 13-й год, 14-й. Но в 15-м вот выиграли чемпионство, и я там тоже прилично, по-моему, 21 игру сыграл. У меня есть один вопрос, я все время тебе хотел его задать. У Власа Синявского на холодильнике висит твоя фотка. Да.
Что за фигня? Почему? Зачем? У нас свои приколы. Мы с ним хорошо дружим, общаемся. Ты можешь рассказать какой-нибудь, я не знаю, насколько можешь или нет, какой-нибудь прикол про Власа, который никто не знает, но какое-то безобидное что-нибудь? Может быть, мало кто знает, или какая-нибудь такая темка, за что он, может быть, не обидится? Я знаю, парень не такой, не обидится. Да куда он обидится? Ты знаешь, только мне даже с определенными людьми какие-то вот сразу нарисовываются приколы, а вот с Власом их столько много было, мы просто всякой фигней бывало страдали там и в сборных и так далее. Приколы какие бывают, просто вот шли со сборной куда-то там, взял, станцевал тектоник просто. То есть... Ну, такой как-то беспалевный парень, да? С другой стороны, что быть всегда таким серьезным каким-то, нужно разбавлять атмосферу. То есть это хорошо, когда есть такие люди, но, конечно же, не переступать черту. То есть мы как-то, наш год тот, 96-й, то есть особенно У-21 сборная, мы больше всего там играли вместе. У нас очень хорошее было отношение в коллективе со всеми, плюс костяк такой был, и позитив всегда, то есть... Крутая атмосфера. Но очень жалко, что та квалификация, на которую все, так сказать, надеялись, то, что у нас на самом деле сильная сборная была, то есть все года до этого мы и в элитный раунд выходили У-17. Просто все игры, мы, по идее, ни одной игры не проиграли-то с большим счетом, с испанцами 1-0, 1-3. То есть просто не было результата, последнего что-то, не знаю. Удачи, что ли. А как-то так пошло. А вас, да, мог в любой момент. Якобы тоже мог. Но я не настолько крейзи, как он тогда. Да и сейчас. Хорошо, сейчас мы с тобой... Игра закончилась 0-0, но нам надо решить, кто победил, потому что нас ждет... Одного из нас ждет наказание. Наказание сегодня это 30 секунд планки. И в течение 30 секунд надо будет назвать... то есть планка здесь будет? Да, планка здесь будет. В течение 30 секунд надо будет назвать чешские команды. Насколько много мы знаем, короче. Подожди, мы будем вместе делать планку? Нет, не вместе. Кто проиграет. Проигравший стоит 30 секунд в планке и называет чешские команды. Давай. Но определиться это в пенальти. И определиться это по пенальти. Но прежде... Так подожди, перебью тебя. А дополнительного времени невозможно? Нет. Понятно. Уже невозможно. Только пенальти. А ты хотел дожать меня дополнительно? Просто пенальти здесь вообще странные очень. Лотерея. Понимаешь, лотерея. Я посмотрю, как ты будешь бить. Я тоже посмотрю. Короче, но перед пенальти у меня последний вопрос. Герман, кем ты себя видишь и вообще где ты себя видишь через 5-10 лет? Как вижу, конечно, я хочу сделать все, чтобы, во-первых, сыграть за сборную Эстонии, игроком сборной Эстонии, играть в каком-то крепком чемпионате хорошем, стабильно играть. Я думаю, это нормальная и хорошая цель. Чемпионат Чехии это хороший чемпионат? Конечно, хороший. Но хочется повыше. Не то, что и другой стиль. Хочется играть в таком чемпионате, где ты будешь реально наслаждаться футболом, а не чисто бегать, просто как дурак бегать, как собака за чем-то, за мячом. Окей. Сильный чемпионат, сборная. По крайней мере, это цель Германа. Давай. Я не знаю, я не буду тут менять ничего, просто идем дальше. И бьем. Я начинаю. Стой, убери это. Да, я вот так вот делаю. Да, не подглядываем. Понятно. 1-0. Я могу сразу в планку встать. Так, опа. Можешь... Да не, еще все впереди. Герман схитрил. Так, сейчас продолжаем. Планочка, она рядом, она близко. 1-1 по-прежнему. Я говорю, пенальти здесь. Право. Вообще мимо. Все идет мимо. Право. 2-1, блин, надо забивать. Матич. Я знаю, куда ты бить будешь. Блин, надо было. Я не мог промахнуться. Ой.
Так, ну если я промахиваюсь, то все. Ну, таким взглядом вратаря взгляд видел? Видел. Я в игре еще. Ребята, решающий пенальти. Герман Шлейн ставит меня в планку, смотрите. Ну, я тебе открою секрет, Ты все по центру бил. Я бил по центру, потому что я не знаю, как бить в бок вообще. Почему ты раньше не сказал? Я об этом говорил. Ой, блин. Ну что, наверное, подводим на этом всем итог. Герман, спасибо, что ты подошел. Сейчас я встану в планочку быстренько. 30 секунд буду импровизировать чешские команды. Есть у тебя последнее, что хочешь там в камеру сказать людям? Вот в ту. Сказать, смотрите передачу «Балабол». Подкаст или передача, или что? Да можно и балабол смотреть, можно балабол подкаст смотреть, все есть. Можно и BetSafe смотреть с канала просто на YouTube. Да, все можно смотреть. И поддерживать ребят, делают интересный контент. И я думаю, что-то новое в Эстонии, наконец-то. И оставайтесь здоровыми и всем удачи. Хорошие слова. От меня все тоже. Берегите себя, смотрите Балабол подкаст. Болейте за Германа, болейте за Легион. До новых встреч. Пока-пока. Давай. Погнали! Пражская Спарта, Злин, Славия Прага. Кто там еще сейчас быстро. Есть еще какой-то... Не, Лудогорец это Болгария, да. Кто быстро. Блин, я забыл. Напомни какой-нибудь. Кабаев. А где он играл? Зеленая форма, пражская. Блин, мне будочность вспоминается. Почему я не могу вспомнить? Ты в Высочине играл, это я знаю. Высочина, да. Какие еще клубы есть? Блин, я забыл. 30 секунд прошло. Я знаю 4 чешских команды. Это плохо.